Всем привет, друзья! Вы на канале SlimWape. И сегодня у меня на обзоре вот такое вот устройство. Sigilay WapePod Extreme. Погнали! Перед началом ролика хотел бы пояснить, почему у меня не было 3 месяца. Все очень просто достаточно. Waffle закрылся, соответственно, девайсы новые неоткуда брать, спонсоров я не нашел. Я писал многим фирмам, да, известным по вейпам, писал магазинам, но, соответственно, с человеком, у которого нет подписчиков, хотя для такого количества подписчиков, просмотров у меня нормально, но никому не интересно со мной сотрудничать, поэтому канал будет совмещать обзоры на вейпы, если, да, я где-то все-таки смогу доставать устройство, а также будет выходить контент по обзорам на различную технику. В общем, подписывайтесь и погнали к обзору. Итак, друзья, устройство у меня пришло в такой вот коробочке. Я, честно, не ожидал его получить, потому что когда Waffle объявили о том, что они закрываются, они нам выслали письмо, что, мол, мы пришлем вам устройство, ожидайте трек отслеживания. Но прошло, наверное, месяца полтора. Трека так никто не увидел, все уже подумали, что все, никому ничего не придет. Но буквально пару дней назад мне позвонили из дека, сказали: вам посылка, забирайте. Собственно, вот она пришла. И также помимо устройства в таком пакетике было 2 картриджа, но мы к ним потом перейдем. Про устройство я, честно, пока вам сказать ничего не могу. Да, только вот информацию, которая написана здесь. Что мощность, да, от 8 до 20. Что миллиампер, 1000 часов миллиампер батарея, да, какое поддерживает сопротивление, что в комплекте идет. Поэтому сейчас я ее... ну тут, собственно, смотрите, я хотел порезать, а тут вот так вот надо сделать, потянуть, и все просто открывается. Так, сейчас я уберу пленку. Так, ну смотрите, она как-то не убирается, но я так понимаю, вот так вот, да, можно сделать. Угу. И тут еще что-то. Сейчас я попробую вытащить, если там что-то возможно вытащить. Если невозможно, то тогда не вытащу. Так, сейчас. Секундочку, друзья. Нет, это... Или все-таки что-то есть. Что-то очень непонятно, но нет. Да, я был прав. Такую штучку я вытащил. Тут, скорее всего, я так понимаю, кабелек. Давайте-ка мы посмотрим. Должен быть Type-C. Да. Ну, простой, небольшой, черненький кабелек. Здесь пусто. Смотрите, то есть получается 4 картриджа мне прислали. Такой вот синенький. Прозрачный. Смотрите, прозрачный синий с красным. А в этой упаковке они, смотрите, темненькие. Надо будет разобраться, почему. То есть вот 4 картриджа. И, собственно, девайс. Так. Здесь вот, соответственно, такая вот бумажечка интересная. В скобочках нет. Ну, написано, как заливать. Я думаю, это все понятно. Все просто. Гарантийный талон. И просто что можете перейти на сайт и прочитать. Так. Тут, соответственно, у нас Type-C. Тут будет датчик. Sigilay. Там магнитики. Вот, можно их видеть. Да и в целом все. Вот это вот название модели, да. Еще раз, если мы заглянем в коробку, то это WapePod Extreme. И, соответственно, 4 картриджа у нас. Тут что-нибудь можно понять? Честно, не понимаю я пока. Уже в процессе распаковки, точнее в процессе обзора, я вам тогда расскажу об этих картриджах. Сейчас я
принесу свои подики и сравним их по размеру. Друзья, пока я бегал за подиками, чтобы сравнить, да, с вот этим вот девайсом, я посмотрел в интернете, и вроде как синий картридж на 1 Ом, красный на 0,6. Но чем они от прозрачных отличаются, я не понял. Поэтому давайте, наверное, откроем красный картридж, чтобы, да, сейчас я потом залил жидкость, начал им пользоваться. И сравним по размеру вместе с картриджами. Мин. Вот тут вот у нас надпись Мин. А еще какой-либо информации, кроме CGLA, я вообще не вижу. То есть хрен его знает, короче говоря. В общем, вот так вот выглядит девайс вместе с картриджем. Значит, у меня есть Venax K1, который достаточно был длинный. То есть вот по размерам, ну, они одинаковые в целом по длине, да. Вот у нас с одной стороны так вот. А, вот надо до конца защелкнуть его. Да, если взять лупу в трупот, или взять мой фаворит по размерам и габаритам, то, соответственно, можно, наверное, вот так вот сделать. По квадратикам, вот этим, по красоте. То есть он тонкий, да, но длинный. Но это алюминий, да, это металл. В целом сидит в руке он как-то так вот. То есть, да, если сравнить с вот этим, который вообще не видно, этот будет видно. Значит, друзья, я попробую еще узнать информацию касательно картриджей. А также начну им пользоваться и увидимся с вами вскоре. Ну что, друзья, я вернулся к вам. Пользовался я CGLA Waypod Extreme. И, честно, особо про него ничего не хочется говорить. Ну, потому что он ничем не выделяется, да. Он, как вы на распаковке видели, по габаритам достаточно крупный. Да, он алюминиевый. У него картридж 2 мл. Аккумулятор 1000 мАч. Есть несколько видов расцветки. Сейчас вы их увидите. Единственный плюс, что мне положили 4 картриджа, да. Получается 2 на 1 Ом и 2 на 0,6 Ом. А в целом-то все. Ну, тут Type-C зарядка, да, прикольно. Да и все, о нем особо нечего говорить. Простой подик. В целом он не особо дорогой. То есть, если вам нужен просто какой-то под, неважно какой фирмы, неважно там какого дизайна, можете его взять. А картриджи комплектующие, да, стоят плюс-минус одинаково, как и на другие подики. В общем-то все. Я думаю, больше ничего интересного сказать. Да, вкус передает нормально, пара в целом достаточно. Держит, кстати, зарядку тоже прилично. Заряжаешься тоже быстро. Соответственно, вот здесь вот, да, есть индикатор. Когда он заряжен, горит зелененьким, когда средний горит синеньким. Да и все, заправка. Ой. Заправка вот боковая. Вот так вот. Открывается. Да, это заглушечка. И туда вставляется полностью носик до конца. Все, и заправляете. Ну, могу продемонстрировать вам. Вот, да, смотрите. Он у меня не полностью заряжен синеньким. Смотрите. Ну, в целом ничего особенного. Вкус, да, вкус нормальный. Да, в общем-то и все. Так что, друзья, если увидели, да, начало, сейчас канал будет меняться, поэтому подписывайтесь. Скоро пойдут видео, да, про технику, различные обзоры.
Предлагайте свои идеи, чтобы вам было интересно посмотреть. Ставьте лайки и скоро увидимся.